Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим потрясающий торт «Новогодний сюрприз». Нежный пропитанный бисквит, воздушный мусс и профитроли с кремом внутри. Начнем с приготовления бисквита. Все ингредиенты для него должны быть комнатной температуры. Яйца соединяем с сахаром и щепоткой соли. Взбиваем миксером до белой пышной массы. Вот до такой консистенции. Теперь убираем венчики, они нам больше не понадобятся. Через сито добавляем пшеничную муку и аккуратно лопаткой замешиваем тесто, стараясь сохранить воздушность. Когда вся мука вмешалась, тесто готово. Перекладываем тесто в заранее подготовленную форму. У меня кольцо диаметром 18 см, я сделала донышко из фольги и сразу установила на противень. Слегка разравниваем поверхность лопаткой и убираем в заранее разогретую до 180 градусов духовку, выпекаем приблизительно 20 минут. Режим вверх-вниз без конвекции. Готовность проверяем шпажкой или легким надавливанием пальцем на бисквит. Готовый бисквит достаем из духовки и даем немного остыть. А после остывания снимаем фольгу и извлекаем из формы. Желательно готовить бисквит заранее и дать ему отлежаться в пленке в холодильнике, чтобы влага в нем равномерно распределилась. Готовим заварное тесто для профитролей. Воду, сливочное масло и соль соединяем в кастрюле. Ставим на плиту и периодически помешивая доводим до активного кипения. Выключаем плиту. Вводим сразу всю муку и тщательно перемешиваем, чтобы все ингредиенты объединились. Должна получиться единая масса без комочков. Теперь снова включаем плиту и непрерывно перемешивая подсушиваем тесто до появления вот такой корочки на дне кастрюли. Снимаем кастрюлю с плиты и даем тесту остыть буквально 3-5 минут. А затем понемногу, небольшими порциями добавляем яйца. Предварительно их нужно хорошо перемешать вилкой до объединения белка и желтка. А еще лучше пробить блендером до полной однородности. Каждую следующую порцию добавляем только после того, как предыдущая полностью впиталась и объединилась с тестом. Добавляем яйца и смотрим на консистенцию. Если яиц уже достаточно, то тесто будет медленно стекать с лопатки и рваться, в результате образуя треугольник без рваных краев. Готовое тесто перекладываем в кондитерский мешок. Для удобства можно использовать небольшую насадку-трубочку, у меня номер 10. А можно просто срезать краешек кондитерского мешка. Я застелила противень перфорированным ковриком. Можно застелить силиконизированной бумагой для выпечки, а также тефлоновым или силиконовым ковриком. Отсаживаем небольшие шарики диаметром от 1 до 1,5 см. В этот момент духовка обязательно уже должна быть разогрета. Эти шарики во время выпечки увеличатся, учитывайте это и не отсаживайте слишком близко друг к другу. Чем мельче будут профитроли, тем интереснее получится разрез. Но сильно мельчить тоже не нужно, иначе их будет трудно начинять. Как только отсадили, нужно сразу отправить на выпечку, чтобы они не покрывались корочкой, иначе не поднимутся. Отправляем профитроли в предварительно разогретую духовку и выпекаем по такой схеме. Первые 10 минут выпекаем при температуре 180 градусов. Я выпекаю на режиме вверх-вниз без конвекции. После того, как профитроли увеличились в объеме и слегка зарумянились, не открывая духовку, иначе они осядут, убавляем температуру до 150 градусов и выпекаем еще приблизительно 10 минут. Достаем готовые профитроли из духовки и даем им полностью остыть. Данного количества ингредиентов у меня хватило на 2 противня профитролей. Точно так же отсаживаем и выпекаем вторую партию. Когда они полностью остыли, аккуратно снимаем их с коврика. Внутри они получаются вот такие полые. Хранить профитроли до момента использования нужно обязательно в пакете, чтобы они не высохли. Их можно хранить 3 дня в пакете в холодильнике или 2 месяца в морозильной камере. И теперь в каждой профитрольке нужно сделать отверстие, чтобы потом наполнить их кремом из кондитерского мешка.
Готовим крем для наполнения профитролей. Все ингредиенты должны быть хорошо охлаждены. Я для крема буду использовать пюре вишни. Но вы можете взять пюре по своему вкусу. Можно использовать готовое магазинное пюре, как в моем случае. Или же превратить в пюре любые ягоды, замороженные или свежие, и затем протереть их через сито, чтобы избавиться от косточек. Крем готовится очень просто. Сразу соединяем в емкости творожный сыр, сливки жирностью 33-35% и сахарную пудру. Все взбиваем миксером до получения однородного, плотного и матового крема. В готовый крем добавляем вишневое или ягодное пюре и перемешиваем до полного объединения. Один раз останавливаемся и снимаем крем со стенок, чтобы крем промешивался равномерно. И вот такой крем получается в результате. Если вы хотите получить более яркий крем, добавьте капельку водорастворимого красителя. Перекладываем крем в кондитерский мешок. Для удобства можно использовать насадку-трубочку или просто срезать край кондитерского мешка. Я использую насадку номер 6. Наполняем профитроли кремом. И вот такие профитроли получаются в результате. Приготовим сливочный мусс на белом шоколаде. Сначала приготовим основу для мусса. Ее нужно приготовить заранее и дать остыть до температуры приблизительно 32 градуса. Отмеренные холодные сливки для взбивания пока убираем в холодильник ждать своей очереди. Сливки для взбивания можно очень просто приготовить в домашних условиях из молока и масла. Как это сделать, смотрите по ссылке в описании. Для приготовления основы для мусса первым делом замочим желатин в воде. Я использую быстро растворимый порошковый желатин силой 220 блюм. Перемешиваем и оставляем для набухания. Следующим шагом в ковшик выливаем молоко и доводим до состояния близкого к кипению. И когда над молоком пошел активный пар, снимаем его с плиты и распускаем в нем набухший желатин. Хорошо перемешиваем до полного расхождения желатина в молоке. Сюда же высыпаем белый шоколад, даем ему полминуты подтаять, а затем тщательно перемешиваем, добиваясь однородного и гладкого состояния. Можно использовать шоколад в плитке, только предварительно поломайте на небольшие кусочки. Если шоколад не расходится, то пробиваем погружным блендером. И как вариант, перед добавлением шоколад можно растопить отдельно. Холодные жирные сливки взбиваем перед самой сборкой торта. Взбиваем их до полувзбитого состояния или до состояния подтаявшего мороженого. Это такое состояние, когда сливки значительно увеличились в объеме. Венчик начинает оставлять следы на поверхности, но сливки еще пока не дошли до стадии мягкого пика и еще пока стекают с венчика. Именно такое состояние сливок нам нужно для мусса. Осталось объединить взбитые сливки с подостывшей основой. Сначала добавляем треть сливок и перемешиваем до однородности. Затем добавляем все оставшиеся сливки, снова перемешиваем и мусс готов. Нам нужна вот такая достаточно жидкая консистенция мусса, чтобы все профитрольки в нем утонули. Если вдруг у вас мусс получился слишком густым, его можно слегка подогреть импульсами в микроволновке, каждый раз доставая, перемешивая и добиваясь нужной густоты. Готовить мусс нужно прямо перед сборкой торта, чтобы он не начал стабилизироваться раньше времени. Если вам нужно немного отвлечься, то до момента использования можете убрать емкость с готовым муссом в выключенную духовку или микроволновку. Там он дольше сохранит нужную консистенцию. Готовим пропитку для бисквита. В ковшике соединяем воду с сахаром и доводим на плите до кипения и полного растворения кристалликов сахара. По желанию можно добавить коньяк или любой ароматный алкоголь. И пропитка для бисквита готова. Приступаем к сборке торта. Достаем отлежавшийся бисквит и разрезаем его на 2 коржа. Дно кольца для сборки лучше обернуть пищевой пленкой, чтобы мусс не вытек. Кольцо ставим на подложку, а внутри кольца прокладываем ацетатную пленку. Укладываем первый корж и затягиваем кольцо по диаметру коржа. Пропитываем бисквит и высыпаем половину профитролей. Заливаем половиной мусса и хорошо перемешиваем, чтобы все профитроли покрылись муссом. Выкладываем остальные профитроли и выливаем оставшийся мусс.
Снова все хорошенько перемешиваем и утрамбовываем лопаткой. Второй бисквитный корж пропитываем с внутренней стороны и укладываем сверху. Собранный торт накрываем пищевой пленкой в контакт. Кладем под ложку, плотненько ее прижимаем руками, а сверху укладываем небольшой груз до килограмма. Убираем торт в холодильник для стабилизации на 10 часов. Когда торт отстоялся, стабилизировался и хорошо пропитался, продолжаем с ним работать. Освобождаем его из формы, и нам осталось выровнять торт кремом и украсить. Выравнивать я буду крем-чизом на сливках. Все ингредиенты для него должны быть хорошо охлаждены. Сразу в емкости соединяем все ингредиенты. Творожный сыр, сливки жирностью 33-35% и сахарную пудру. Если в пудре есть комочки, добавляйте через сито. Все взбиваем миксером до получения плотного, однородного и матового крема. На это уходит не больше минуты. По необходимости снимаем крем со стенок и продолжаем взбивать до готовности. Еще раз хорошо перемешиваем крем лопаткой, чтобы избавиться от воздуха. И выравниваем тортик любым удобным для вас способом. Декорируем выровненный торт, он полностью готов радовать вас и ваших гостей. Посыпаем нетающей сахарной пудрой, и торт готов к подаче. Наконец-то можно его разрезать и попробовать. Этот торт настоящий праздничный сюрприз. Нежный бисквит, тающий во рту, и пропитанные нежнейшим муссом профитроли, которые скрывают внутри шелковистый вишневый крем. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк, пишите в комментариях, что думаете, и обязательно заглядывайте на канал. Там много других вкусных идей. А на этом сегодня все. До встречи в новом видео.